Господа, здравствуйте! У нас сегодня рубрика дешевочки. Мы сейчас ждем, пока подъедет человек, потому что мы уже заранее нашли объявление. Посмотрите, как всегда, у нас вот на Автору висел такой потрясающий Мерседес. С самого начала проекта дешевок я хотел купить старый Мерседес. Вообще, в идеале, конечно, 126, то есть S-класс. Но за полтос такие машины найти нереально. Они в очень какой-то низкий сезон, бывает, выскочит там пара штук, их сразу забирают, их просто не найти. В нашем случае 123, знаете, какой-никакой, а бизнес. То есть все-таки уже интересно. В следующем году этой машине будет 40 лет. 40. Представляешь? Вот этой тачке 40. Но самое главное в чем, что это уже в стоке. Рад лук, крысиный вид, если вкратце. Сегодня я буду крысой. Но это считается хорошо, по крайней мере, в кругах людей, кто так делает. То есть она собрана из 2-3, это, ну, все-таки 40 лет, это нормально. Она выглядит очень экзотично. Но самое главное, что нас интересует, это заявленный официальный пробег 380 тысяч километров. Ну что, в принципе, для 81 года нормально. 2,3 литра, 136 сил на автомате. На заднем приводе. Конечно, ну, ни о каком дрифте здесь речи не идет, но тем не менее. Владелец указал некорректный ВИН. Будьте внимательны. И самое главное, Mercedes продает марк. Первый марк, причем, ну, по крайней мере, марк 2 я не вижу здесь таблички. И стоит она, конечно же, 55 555 рублей. Но я подозреваю, что цифры красивые. Конечно, за полтос мы ее наверняка заберем. Мне просто очень, очень это интересно. Номер защищен от спама. Скачать объявление можно. У данной модели, как бы, на Автору даже нет истории, знаете, у Автору есть такая история, когда можно проверить, там, платишь, там, типа, 100 рублей, и тебе выскакивает ее, там, график сервисного обслуживания, по крайней мере, когда она уже прежде продавалась на Автору и так далее. Можно посмотреть, скручен пробег или нет. Здесь ее нет, но уже выскакивает предупреждение, что проверка по ВИН. То есть ВИН этого автомобиля уже не совпадает, видимо, с тем, что есть как-то в базе и так далее. Или ВИН просто указан такого образца, который никогда не мог быть у этого Мерседеса. В общем, уже какие-то у нас тут есть интересные сообщения, как бы, спасибо Автору. Я не знаю, в случае с 81 годом, наверное, нам, грубо говоря, около примерно при таком виде все равно, понятно, что рискуем в любом случае, но если вы берете более-менее адекватный автомобиль, то есть какой-то свежих годов выпуска, то вот с такой табличкой я бы уже, наверное, собственно, его ехать не смотрел. Тем не менее, мы имеем Red Look, мы имеем задний привод, автомат, 136 лошадиных сил. Бобры в комплекте, потому что они уже съели арки и половину днища, видимо, и это единственное, что мы можем позволить себе из старых Мерседесов за 50 тысяч рублей. Однажды выскочит S-класс. Но я 2 года ловил хотя бы Ешку за полтос. Реально, в 80-х. Осталось только дождаться продавца. Посмотрите эту тачку. Если она просто заводится и едет, я считаю, надо в любом случае уже брать. Потому что другой такой возможности покататься на старом Мерседесе, да еще, главное, на бешеном стильке, у меня в этой жизни уже может и не быть. Потому что эта машина старше меня. Короче, нам повезло. Человек подъехал на мойку мыть машину. А значит, мы уже имеем точно едущий живой автомобиль. Но, по крайней мере, он доехал от дома, где живет человек, по крайней мере, до этой мойки. А значит, сегодня точно будет снят обзор старого Мерседеса. Доброго дня. А, собственно, это я и есть. Ездит, ДКП с собой. едет, рулится, ДКП с собой, да? На стол? Нет, Слава богу. нет. Но я писал ради шутки на стол. А, то есть Да, даже я писал. надо, Смотри. да? То есть типа именно на столку испытать. Давно продается? Продается не так давно, но с болью... В общем, Так. продается с болью в сердце и в глазах, с болью в глазах, потому что все-таки это не музей. Так. В музее не звонили, миллион не предлагали. Музей альтернативного искусства разве что. Да. Да. Так, Да. С болью в сердце, потому что все-таки хотел. Сейчас открою все. так. То есть она реально заводится, едет. И сегодня она у нас день проживет. Без издевательств. Ну, если пойдет вечером снег, то можно даже на Сибу. Ого. По виду как роскошь. Штампы сидят так прямо. Колпаки в багажнике, колпак сбежал в канаву. Что по фитухе? По сетухе, это тукет называется. Это тукет, да? Ну такой на хардах То тукет. есть полы даже можно не смотреть, да, то, что они там... Посадочку. Не надо. Вот такой я в тукет хуй, я бы вот это сказал, потому что фит просто сумасшедший.
Сумасшедший. Барян должен оценить просто по достоинству. Так, есть, да. Потому что аккуратно капает, я вам как сполосну. Петля не на месте, и все как положено. В общем, все устраивает. Отлично. Заводить пока не будем. Я беру. 5-5, 5-5, 5-5, да? Ну, может быть, пятачок скидки оформим по пенсионному. Все, по карте пятерочка. Да, спасибо. Документики предъявляю. Это движение стоп хуям. Вы арестованы. Штраф сердечко. Ну что, вздрогнули? Мне кажется, будет жестко. Но в ноги греет так. Но обороты сразу в космосе, видишь? То есть ехать будем бодро. Регулируются зеркала. Нет. Да, автомобиль, конечно, диковатый. И... А тормоза есть, интересно? О, да. Блин, ну тормоза тут, по-моему, знаешь, когда кончились колодки, вот это ощущение, когда металлическая часть, то есть накладки самой уже нету, а металл от колодки, он скребет по тормозному диску. И ты вот с этого угораешь. Вот, похоже, у нас такая же ситуация. Да. Ну зато как мягко. Чувствуешь, как стелим? Ну-ка, и вваливаем. О, смотри. Мне кажется, в ней даже реально до сих пор осталось 100-136 сил. Вообще офигеть едет. Мне, конечно, немного неловко это говорить на спидометре. Слушай, она едет. Лежащие. Все, капс, да, подвески. Прощай, Мерс. Нет. Блин, я думал, что, знаешь, мы сейчас на лежачем проедем, у нас колеса в разные стороны, и мы скользяк такой ловим и раскладываемся. Нормально даже коробка переключается, кстати, оцени. 81-й безумный год, 136 сил. Есть маффин. Он. Один динамик справа сзади. Давай порадуем Никитоса. Все, это вся громкость. Какое хорошее сообщение для Никиты. Как тяжело в жизни терять людей дорогих. И поехали, давай в пол. Бой, вообще она едет, кстати. Следующая экшн-ставка не заставляет себя ждать. Нету больше электричества. Все, кончилось. Капотик. Капотик есть. Никитос, ты оперируешь теперь. Так. Вот это качество. Есть. Да. Смотри, что-то не едет тачка. Чего, у нас все по уму. Сейчас, едет. Блин, спидометр, мне кажется, врет, потому что, ну, сейчас мы едем не 90, это 100%, мы едем спокойно 60. Мы даже от нас уходит впереди Outlander, который едет тоже совершенно спокойно. Да, это жестко. Вот прям давно у нас не было такой тачки, в которой ты садишься, едешь, и такой, ты такой прям настороженный. Ты такой думаешь, господи, сейчас что-то будет. Борис, экстренно, я вас снимаю на телефон, экстренное включение, мы вас упомянули во вступлении. Борис, нужен вот прямо... такой вот совет прям только вы можете дать. Значит, продавец сказал, что это тукет. Это хуй. Я так же ему ответил. Ты не поверишь. Но это же круто, по-моему, а? Нормально же, в арочке сидит. Да, а как ты так делал, типа, стенс? Это гидравлика. Это гидравлика? Это гидравлика, да. Когда Тормоза? с нейтрали в драйв просто кидаешь, а обратно, и получается гидравлика. Ну там же гидравлическая коробка. Что скажешь, за 50 тысяч рублей? Слушай, ну нет, ты переплатил, явно. Нет. Ладно. Ну, Это 50 все, много, что... 50 много. Ну сколько реально вот? Реально? 7. Я тебя понял. Ладно.
Оно же сейчас развалится пополам. Но мы верим в это, но пока нет, не развалится. Что, это немецкое качество? У тебя же тоже Мерседес, как ты мог так? Мне нравится, ну, так я теперь знаю, как здраво осилить Мерседес. Это был Борис Львовский, ссылочки на канал будут в описании, его экспертное мнение. Жалко, канал умер, давай лучше ссылочку на Инстаграм. Давай на А Инстаграм. Инстаграм тоже умер. Это Борис Львовский, и он умер. Запомните его таким. Все. Офигенно комфортная тачка, баржа, прям настоящая баржа. Я боюсь представить, что будет в 126-м кузове, который я так давно ищу за свой полтос. Найти пока никак не могу, потому что они все начинаются от 80, но сами понимаете, это уже не то. Потому что где 80, там уже как бы и 180, там уже бери не хочу. Надо ждать. Помните, я Омегу сколько не мог купить за полтос искал, но все-таки нашел в конце, вот буквально недавно, и не пожалел. А тут еще и S-класс скоро появится. Но в остальном, слушай, вот нету какой-то, да, искры, нету пламени. То есть ты в ней садишься, она когда стоит, вызывает у тебя страх. Ты в ней поехал, и как бы, ну и так, нормально, ничего. Она рулится, она тормозит, она разгоняется, с ней все в порядке. То есть это как бы обычная тачка, никакого шока абсолютно. Сел и поехал. Даже карабас не пинается. Блин, карабас не пинается. То есть в нем пропадает масло периодически, нам дали баночку, чтобы его туда заливать, и все. Вроде как с ним больше никто ничего не делал. Капец. Мы сейчас прыгнем просто в гиперпространство. А еще в них был, говорят, самоблок, но сейчас его нет. А бёрнаут нас может сделать, интересно, на 135 силах? На заправке. С огоньком. Мне вот это очень нравится. Rolling, 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 rolling now. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. God out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit recorded. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I went to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they dropped me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we made. Итак, помимо, казалось бы, пушечной внешки, мы имеем основной косяк этого автомобиля, из-за которого у нас у всех к нему такое очень непонятное отношение. Потому что это, по сути, проект. Понятно, что это как бы Red Look и так далее. Эта машина должна быть ржавой, старой, низкой, но он недоделан. Это видно из очевидного, потому что у вас соржавленная, состаренная морда, дальше мененные двери, но с ними никто ничего не делал. То, что они от разных машин, это не имеет абсолютно никакого значения, с ним все в порядке. И то, что низкий он только сзади, возможно из-за того, что просто пружины просели, а возможно потому, что как бы их начали пилить, возможно, я даже не знаю, а морду еще не запилили. В общем, все его проблемы из-за того, что это проект, который недоделан. Из-за этого он непонятен. То есть его, если ты хочешь, чтобы он тебя таращил, если ты хочешь, чтобы он прям взрывал, то есть на него сейчас и так смотрят. Стоишь прям в пробке, и вот люди показывают большие пальцы, других пальцев я вроде как не видел, все улыбаются, здорово, всем нравится супер фишка, когда он вот так вот на месте может приседать задом, здорово, интересно, он харизматичный, но он не готов. То есть вот снимаешь это красиво, убери вот это, снимай заднюю часть, и это просто старый Мерседес, ничего в нем нет. Взять только тукет, опять же, вот так вот немножко вниз сидит колесо, ровно вот на такое количество. И все. В итоге ему бы руль из цепи сварной сделать, вот прям, да, укуренный стайл. Дальше его заржавить весь какой-нибудь. Сюда еще написать какую-нибудь, ну, инфографику, неважно, что-то просто сюда сделать. Какие-то логотипчики, там уже по дизайну решать, грубо говоря, дело третье. На капот, естественно, какой-то дизайн обязательно нужен. Еще уронить мордашку или поставить его при этом на пневму. Статика, конечно, тоже ничего, но пневма в чем преимущество будет? Чтобы он падал ниже земли. То есть, по идее, ты должен на нем ехать, прям в процессе езды нажимать кнопку, он делает так,
по асфальту и поднимается дальше. Вот это будет уже нечто шедевральное, просто как из фильма «Тачки» или из какого-нибудь, ну, из реально из кино. Может быть, пару дыр добавить еще, чтобы он был такой, знаете, интерактивный, чтобы вы видели не только изображение, но и могли его потрогать, потому что самое ценное в этой машине на сегодня — это сочетание комфорта, то, что он действительно повседневный, если, конечно, он не будет ломаться, что вряд ли, и того, что это Red Look. То есть это тот проект, на котором вы можете ездить каждый день, пока вас не поймают сотрудники полиции. А сейчас мы имеем внутри просто старый салон, просто старый, в нем нету ничего, ни сохрана, только хороший цвет в нем, то есть в остальном же он и не специально потрепанный, не состаренный, без изюминки. Mercedes в минимальной практически комплектации, кроме коробки автомат, здесь ничего нет, никаких непонятных кнопок, страшных вещей, то, чтобы меня удивляло, абсолютно так же не присутствует, и это сток, у которого ржавая морда и просевшие задние пружины. Но из этого стока можно выжать гораздо больше. И мы сейчас тут все стоим, размышляем, а нужно ли это делать. Хотя, с другой стороны, на эту машину нужно потратить один день, но только это будет статика. Если, конечно, с пневмой, понятно, что это уже заморочка. Но, по идее, вот поставить туда пневму, еще назад пластины из какого металла? Магниевые пластины найти или два штыря магниевых именно. И да, ты едешь, опускаешь пневму, и сзади сноп такой искры просто до неба. Вот это трешак. Из-под старого, реально гнилого, какого-нибудь кажущегося с виду, немеренного вот такого Мерседеса. Но опять же, для этой цели что? Лучше взять тогда 126-й кузов, наверное. Потому что 126-й это большой Мерседес. Это капот, который еще вот настолько длиннее. Это багажник, который еще на метр длиннее. Это просто немеренное корыто, которое можно найти за те же однажды гипотетические 50 тысяч рублей. Может, нам так и сделать тогда? Когда вот мы 126-й найдем, тогда его и замутить. Потому что этот, он неплох, но он не 126-й. Вот 102, вот S-класс, понимаешь? Там и его же еще можно длинный найти. 126-е были лонги. И там вот это вот будет вот такая вот задняя дверь. И он будет широкий. Он будет казаться просто немеренным чудовищем. А этот ближе к боевой классике, я бы сказал. То есть он неплох, но это все равно, что сравнивать, знаешь, вот копейку в таком стиле сделанную и Волгу 24-ю. Вот Волгарь, представь, каким чудовищем будет, да, когда его такой сделаешь. Он, когда низкий, широкий, он такой расплющенный, в блин стелет. Капендос очень хорошо, тоже без проблем. Но на фоне Волги картина уже будет не так очевидна. И вот это хороший главный вопрос. Что же с ним все-таки сделать? Технические подробности, мотор, коробка, подвеска. Если кому-то что-то интересно, старый Мерседес. Дорого. Реально дорого. Ничего вы не сделаете ни с этим мотором, ни с этой коробкой, ни с этой подвеской. Просто потому что, во-первых, контрактных вы их не найдете, а починить у вас их просто не получится, потому что детали будут очень редкие. И запчасти на старую Ешку стоят ровно столько, сколько на новую Ешку. А теперь загуглите, сколько стоит на новую Ешку все это. И вы охренеете. В общем, мы поехали снимать проезды, и когда ты едешь на этой тачке, это лучшее удовольствие от того, когда тебя все видят вокруг, и ты еще при этом начинаешь немного исполнять. То есть она и так внимание капец сколько себе привлекает, а ты еще на месте берешь и вот так коробку просто из нейтрали в драйв переставляешь, и начинается вот это.
Это интересный фрирайд на Мерседесике. Тогда внимание становится еще больше. Потому что задняя подвеска просто убита в самые щи. Но тем не менее. Надеюсь, это не мотопад. Нет, нам повезло. Нас не съедят. Понизу, к сожалению, в 40 лет, знаете, вот Мерседесу этому много в жизни везло, наверное, если все-таки он 40 лет ездит по дорогам. Но с нижней частью, конечно, не повезло. Покосано все везде, многократно переколхожено, чинилось по очень бюджетным схемам, к сожалению, постоянно. То есть вот это, ну ладно, господи, бензонасос от Волги. Можно понять, тут даже фильтр какой-то висит. Все это множеством количеством шайбочек закреплено. Севшие пружины еще и с автобаферами. Если они с автобаферами такие севшие, что будет, если убрать То есть пружин нет в принципе. Он сидит почти всегда на отбойниках. Не помогает уже абсолютно ничего. Нифига себе, увидели ловушку рычага, чтобы вниз не выпадало? От этого рычага кронштейн встречается с кронштейном этого рычага. Получается ловушка, чтобы ход ограничить вниз. Вот это мощно. Редуктор. Единственное, по-моему, что здесь не сыт. Ну, потеют гранаты, это как бы ладно. Глушак, вы видите, все на проволоке. Днище. К сожалению, печальное состояние кузова. То есть родной кузов кончается вот здесь. Он был вырезан. Вот так он везде. Вот это все вырезано. Сюда напихано листового железа, покрашено сверху битумом. Вот так вот на проволоке к этому прикреплены магистрали. К сожалению, способ восстановления варварский, бюджетный. Здесь аналогично вырезано. Все это очень плохо. Здесь, ну, все, что мы можем видеть, все, что как-то было не защищено или, ну, в принципе, не под пластиковым кожухом, вот здесь он есть, все, естественно, гнилое. Лонжероны вроде как на месте, но количество раз, сколько они замяты, на них виднеются какие-то следы вроде как от заплаток или от чего-то. Может, это, конечно, родное еще. Да, это, похоже, что заводское слезает. Но они все сильно мяты, то есть все покоцано просто в щи. Трубки, опять же, все висит, все как-то так не очень. Что хорошего? У кардана муфты эластичные новые стоят, обе. Видимо, следили или меняли. Дальше начинаются, естественно, течи масла любимые, потому что мы доходим до поддона коробки. И далее поддона двигателя. Поддон двигателя был расколот, заварен, на нем сварной шов. Из коробки также сыт, причем сыт аж настолько, что он красный, декстрон. То есть он прям даже не успевает испачкаться от пыли, он настолько мощно отсюда выходит, что прям это ощущается. Невооруженным взглядом видно, как разбиты все сальники, резинки, пыльники шаровых, всему этому практически капец. Радиатор выпал, висит на остатках поперечины передней, остатках телевизора, которых уже практически нет, но, в общем, ему ужасно плохо. Сыт также у нас помпа гидроусилителя, ну, ремень потрескавшийся, сервисные оба ремни в печальнейшем состоянии. То есть, как я вот и предполагал, эта машина жива только потому, что вот как-то так сложились обстоятельства, сейчас еще больше ей чуть дальше нагрузки, и все, это конец. Абсолютно все конец. Места кузова, куда приваливают точки крепления рычагов, все в трещинах. Все очень печально. Ну, к сожалению, это 40 лет, ребят. Вот на этом месте как бы все. Тормоза видно, как работают очень плохо. Они все волной, повесшие тормозные диски, ржавые. Работает весьма условно тормозные механизмы и здесь, и сзади. Передние пружины, наверное, единственное, что здесь еще осталось живого. Ну, можно еще дальше долго объяснять, но если вкратце, это все. Машина на этом заканчивается. Нам нереально везет последние выпуски дешевок. Потому что у нас Омега супер ездящая была, которую мы купили за 60, правда. Но если на ней ездить аккуратно, с ней можно было бы остаться на зиму. И даже вот это сокровище, стильная тачка,
Правда, нужно что-то сделать все-таки с регистрацией, потому что на самом деле она снята с учета. Ну, типа, учет приостановлен по ДКП. Фактически сейчас номера в розыске. Если вас остановят, у вас снимут номер, выпишут там протокол на 1500 рублей. Вы должны будете срочно ехать, поставиться на ней на учет, сделать страховку, потом этот номер вытащить. Короче, это в целом гемор, когда машина в таком сегменте и, блин. Но ВИН там есть, даже почти читается, наверняка. Но, тем не менее, если даже все это не делать и ездить как все аккуратненько, то получается, что вы получаете вот этот весь стиль с возможностью на нем перезимовать. На этой машине действительно можно ездить. Мы сегодня откатали весь день. Она не греется, не глохнет, у нее повышенные обороты. Да, но если ваши поездки, скажем, не так далеко запланированы, наверное, да? Блин, шавуха действует, походу. Это вообще проблема. То на этой машине реально можно ездить. Очень комфортная ешка, очень хорошо выделяется в потоке. Людям нравится. Прикольная, азартная. Даже делает бёрнаут по-мокрому, только, скорее всего, при этом сразу отъедет коробка. И в целом даже ничего. Главное ее особо не чинить и особо не ломать. Вот тогда в этом состоянии, как сейчас, она будет существовать долго и счастливо. Я считаю, это главное достижение дешевок, потому что когда вы покупаете машину за 50 тысяч рублей, вы сами прекрасно видели наши видосы, не всегда они вообще доживают до конца. Здесь вот оно, Мерседес, которому долбанных 40 лет, который эксклюзивный, супер редкий, на стильке. И даже если у вас есть силы и свой собственный гараж, вы можете спокойно взять и все это дошкуривать, допиливать, посадить морду, пытаться что-то еще сделать с ней дальше, чтобы она уже была закончена и оформлена как проект. Взять ее второй, если у вас есть другая какая-нибудь, у вас есть, допустим, даже девяточка, да, на дейли, а это вот выходного дня, она это переживет, и с ней уже все будет в порядке. Поэтому на самом деле я удивлен. Спасибо огромное Мерседесу за то, что спустя 40 лет он до сих пор несет на себе груз всех его хозяев, до сих пор он с автоматом, до сих пор он на этом моторе. Все с ним прекрасно. Мне очень понравилось. С удовольствием бы оставил его себе и сделал бы все-таки проект. Но вот ходишь вокруг него, ходишь, вот так думаешь, смотришь на все это. Надо искать 126-й. Надо продолжать искать в рубрику дешевки 126-й Мерседес за 50-60 тысяч рублей. И вот с тем Мерседесом можно уже заморочиться. Если там будет хоть какое-то упоминание кузова, просто берете 126-й, сразу вбрасываете в него УЗ. Не надо париться, просто чтобы он ездил, чтобы у вас был мотор с коробкой, потому что в 126-х сильных моторов не было никогда. Вы получаете супер мощную дрифтящую тачку, дальше вы делаете из нее Red Look, что хотите угодно, роняете ее в щель, получаете здоровый, широченный, огромную баржу на 280 сил, которая при этом еще и дымит. Больше ничего не надо, возите ее по выставкам, делайте все здорово. Вот однажды, если мы такой найдем, все это случится. Омегу я искал 2 года. Однажды я и найду свой 126-й, потому что купить тачку за 12 миллионов может абсолютно любой мудак. Для этого не нужно обладать мозгом вообще. Это просто самый конченый вариант. А найти машину мечты за полтос можно только сердечком. Мы продолжаем, господа. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Это была рубрика дешевки. Огромной вам всем удачи и пока.